Вы думаете, декупаж – это сложно и дорого? Сегодня я покажу, как из обычной металлической лейки сделать настоящий дизайнерский предмет для вашего сада, используя самые простые материалы, которые есть в каждом доме. 6 лет назад я делала эту лейку впервые, и, поверьте, актуальность этой техники не пропала. Простые шаги, эффектный результат и доступность – это мастер-класс для начинающих, который вы сможете повторить. В этой работе я использую акриловую пасту, трафареты и мастихин. Также акриловые краски, лак. Сначала я закрепила трафарет скотчем на поверхности лейки, чтобы линии были ровными. Затем я наносила акриловую пасту мастихином, аккуратно распределяя по контуру. Как будто вы намазываете ножом маслица на бутерброд. И затем я дам этому всему просохнуть. Это простой способ сделать рельефный рисунок, даже если вы новичок. С этим справиться достаточно легко. Главное, не бояться экспериментировать. Когда рельеф подсохнет, я буду красить лейку 2 слоями белой акриловой краски. Сначала я крашу кистью, чтобы покрыть все углы, затем начинаю красить спонжем, чтобы создать более мягкую, ровную текстуру. Важно дать каждому слою полностью высохнуть. Этот простой шаг дает красивую базу для декупажа, и ваши салфетки будут ложиться идеально. Теперь будем аккуратно переносить рисунок салфетки на нашу лейку методом файла. Даже если вы новичок, это легкий и быстрый способ декупажа, который выглядит достаточно профессионально. Для этого нам понадобится 3-слойная салфетка. Очень важно, мы не режем ножницами тот элемент, который будем наносить на салфетку, на лейку, а аккуратно вырываем руками нужный элемент рисунка. Как я показываю, так края будут естественными, и декупаж будет выглядеть живым, а не наклеенным рисунком. Затем выделяем только верхний красочный слой салфетки. Это тот слой, который мы будем переносить на лейку. Прикидываем, как это будет выглядеть на нашей леечке. И берем файл, кладем лицевой стороной салфетки на файл, берем пульверизатор с водой и аккуратно напрыскиваем сверху салфетки, чтобы она стала эластичной и легкой для переноса. Дальше нам понадобится веерная кисть. Она поможет расправить салфетку по файлу, чтобы не было морщинок и складок. Работайте медленно, внимательно. На файле сразу видно, как рисунок ляжет на лейку. Но в этот момент можно легко порвать салфетку, и придется все начинать тогда заново. Когда все будет готово и аккуратно расправлено, чтобы не было никаких складочек и морщин, лишнюю файл приподнимают за 2 краешка аккуратно, сливают лишнюю воду в полотенце, и теперь можно переносить файл салфеткой на лейку. Аккуратно прикинем место рисунка, затем из центра аккуратно расправляем пальцами в стороны, чтобы рисунок лег ровно и без пузырей. Этот шаг требует терпения, но именно здесь декупаж превращается из простой покраски в настоящую дизайнерскую технику. Даже новички смогут добиться профессионального эффекта, если работать медленно, аккуратно, никуда не спешить. Смотрите внимательно, как каждая деталь ложится на поверхность. Это и есть секрет красивого декупажа, который будет радовать вас долгие годы. Если освоить эту технику, то в этой технике можно сделать много красивых, интерьерных, замечательных вещей. Теперь, когда рисунок аккуратно перенесен на лейку, снимаем файл. Также аккуратно, обратите внимание, на поверхности остается только верхний слой салфетки. Делаем это очень аккуратно, чтобы рисунок не порвался. Если салфетка начнет отделяться от лейки, используем веерную кисть, слегка прижимая и удерживая ее на леечке. Это важно для ровного, аккуратного результата. Следующий шаг будет фиксация. Для этого нам понадобится клей ПВА, который мы разводим водой 1 к 1. Разбавленный клей не размочит салфетку, но надежно закрепит рисунок. Мы наносим клей только на поверхность салфетки, не покрывая всю лейку. Аккуратно кистью распределяем по всему рисунку, чтобы не порвать этот рисунок и чтобы каждый участок рисунка был защищен. После нанесения даем всему рисунку
просохнуть. Отставляем лейку на некоторое время. Сушка – это ключевой момент. Здесь не надо торопиться, иначе рисунок может сдвинуться или появятся складки. Я не использую фен, а у меня лейка сохнет, любой декоративный элемент у меня сохнет естественным способом. То есть просто я отставляю на некоторое время и даю всему окончательно, основательно просохнуть. Даже если вы новичок, это легкий способ декупажа, который я вам показала. Это выглядит достаточно профессионально, если соблюдать последовательность всех шагов. И дальше, после полного высыхания клея, можно будет покрывать салфетку уже акриловым лаком. Этот шаг обеспечит долговечность всего декупажа, проделанного нами, защитит рисунок и добавит приятную матовую текстуру. Смотрите внимательно, как каждая деталь держится на поверхности. И именно такой аккуратный подход дает результат, который будет радовать вас долгие годы. И даже простая металлическая лейка на наших глазах превращается в красивый дизайнерский предмет для сада. Теперь мы переходим к очень интересному этапу — созданию патины на рельефном рисунке. Даже если вы новичок, этот шаг придаст декупажу профессиональный вид и делает вашу лейку уникальной. Для этого я беру акриловую краску темного оттенка. Это может быть темно-зеленый, коричневый, любой цвет, который гармонирует с вашей лейкой и садовым интерьером. Наносим краску аккуратно на слегка подсохший рельеф, затем губкой или мягкой тряпочкой слегка стираем лишнее. Так в углублениях остается тонкий налет, создающий эффект времени и легкого старения. Особое внимание уделяем деталям, таким как носик, ручки, края лейки. Здесь можно слегка подчеркнуть складочки, потертости, создавая живой и натуральный эффект. Даже простые движения кистью придают декупажу характер и объем. После этого можно еще раз покрыть лаком акриловым для того, чтобы закрепить все. И наша лейка долго служила нам. И после полного высыхания можно добавить декоративные элементы, такие как ленточки, веревочки, тесьма или маленькие украшения, чтобы ваша лейка выглядела законченно, стильно и индивидуально. Хочу отметить, эту лейку я сделала 6 лет назад. Живу я в южном регионе, поэтому рисунок слегка у меня выцвел на солнце, так как она стоит на террасе. Я там поливаю цветы, но она служит мне до сих пор. Я поливаю ей цветы, как я уже сказала, в интерьере зимнего садика на террасе. И это показывает, что даже бюджетный декупаж для начинающих может быть долговечным и красивым. И помните, секрет успешного декупажа – это терпение, аккуратность, последовательность шагов. Даже простая металлическая лейка может стать дизайнерской вещью для дома или сада. Если вам понравился этот мастер-класс, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Я покажу еще много простых, быстрых и эффективных проектов по декупажу для начинающих, которые легко повторить дома. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, и впереди вас ждут еще удивительные идеи от маленьких декоративных шкатулок до стильных переделок старых предметов.